Привет! Давненько на моем канале не было ТВС-ок от Tronsmart. И если мне не изменяет память, то последней моделью на обзоре были как раз таки Onyx Ace. Наушники-вкладыши с довольно неплохими по меркам того времени микрофонами и, увы, очень печальной автономностью. Ну а сегодня я расскажу тебе про их новинку наушники Tronsmart Battle. Это уже игровые вкладыши с весьма оригинальным исполнением зарядного кейса и, как выяснилось, с довольно правдоподобными характеристиками относительно задержек в играх. Итак, внутри красочной картонной коробки тебя встречает зарядный футляр, отдельно уложенная пара наушников, кабель для зарядки с интерфейсом Type-C и цветное руководство пользователя. И вот если сами наушники имеют вид совершенно обычных классических вкладышей, то зарядный кейс, как я уже отметил, тут своеобразный. Он выполнен в виде прозрачной приплюснутой сферы с выдвижной крышкой. Лично мне такой его вид отдаленно напомнил футляр от Покемона из одноименного мультсериала. Ведь согласись, сходство более чем очевидно. Это что за покемон? Внутри установлен аккумуляторный блок на 500 мАч, чего в теории должно хватить аж на целых 6 полноценных зарядок, ведь в каждом наушнике трудятся аккумы по 35. Из интересного, подключение к смартфону происходит по откидыванию крышки кейса. Коннектятся они очень быстро, не успеешь даже наушники достать. Но здесь тебя подстерегает и обратная сторона такого расклада. Дело все в том, что сам замок в крышке не сильно крепко ее держит. Оттого в кармане кейс может с легкостью открыться и наушники подрубятся к смартфону. Причем здесь достаточно всего лишь легкого размыкания контактов. Не обязательно доводить до полного открытия. А по классике жанра узнаешь ты об этом только тогда, когда кто-то тебе в этот момент позвонит. Точнее сказать, даже не узнаешь, потому как звонок ты просто не услышишь. Так что здесь лучше быть предельно аккуратным. В нижний торец корпуса футляра встроена светодиодная полоса индикации, которая горит разными цветами в зависимости от статуса устройства. Никаких кнопок активации как внутри, так и снаружи корпуса нет. Разъем для зарядки поместили в центре крепления крышки на задней стороне футляра. И еще одним, как по мне, непродуманным моментом является строение основной части кредла. Внутренняя черная вставка с посадочными местами для наушников в силу конструктивных особенностей не соприкасается плотно с внешней прозрачной оболочкой, так что будь готов, что со временем туда набьется пыль, которую никак будет не убрать. Таким образом, девайс хоть и смотрится со стороны оригинально, но, как и все дизайнерские эксперименты, весьма непрактичен с точки зрения повседневного использования. И это я уже молчу про неизбежные царапины на самом глянце. Как я уже успел отметить, сами наушники выглядят очень стандартно. Чаши звуководов здесь установлены прямо, но посадка в ушах вполне обычная для подобного форм-фактора. По элементам управления здесь все по классике. Сенсорные области расположены под логотипами. Они в меру отзывчивые и случайными откликами не страдают. Одинарное касание отвечает за управление громкостью, правый наушник крутит в плюс, левый в минус. Причем здесь есть очень важный момент. Эта регулировка независима от смартфона. Неважно, включен у тебя абсолютный уровень громкости или нет. Она сама по себе и из коробки стоит примерно на 80%. Так что прежде чем негодовать, что наушники очень тихие, а на смартфоне все уперлось в потолок, прибавь сначала громкость самих наушников. Жестом двойного касания можно поставить трек на паузу или возобновить прослушивание. К сожалению, датчиков автопаузы на борту нет. Удержание пальца на сенсоре в течение 2 секунд отвечает за переключение композиций. На правом вперед, на левом назад. А вот тройное касание на каждом из наушников отвечает за активацию игрового режима. Gaming mode on. Gaming mode off. На коробке заявлены рекордные 45 миллисекунд задержки, но где конкретно такую цифру получить, информация отсутствует. Здесь я могу лишь опираться на данные своего теста, в котором результаты в популярных шутерах получились следующими. PUBG Mobile выдал интервал от 80 до 120 миллисекунд, а Call of Duty Mobile от 120 до 160. И вот такие значения я считаю очень даже достойными. Уже и не припомню, какие из последних ТВС-ок выдавали такие цифры после тестов. Реально, во время игры отставание звука почти не ощущаешь. По этой дисциплине наушники прям однозначно порадовали. Но отчасти я примерно понимаю, как получился подобный результат. Дело все в том, что наушники работают со смартфоном по единственному аудиокодеку SBC. Да, в описании указана поддержка двух, но как выяснилось, это не совсем так. Я проверял на обоих своих смартфонах OnePlus Nord CE и Realme Narza 30, и переключение в режиме разработчика результата также не дало. Так что по этой части имеем довольно странный момент, ведь даже на коробке заявлены оба этих кодека.
Ну а что же касается непосредственно звучания, то тут в целом чудес ждать не приходится. И дело даже не в самом аудиокодеке, как раз таки по качеству тут все более-менее нормально. Лично мне здесь не хватило громкости, ее тут прям впритык. Убавить с максимума я ни разу не хотел. Возможно, и кому-то этого будет достаточно, но лично мне хотелось бы побольше. Разумеется, если рассматривать наушники только для игр или же для просмотра видео, то будет в самый раз. А вот слушать музыку с таким плосковатым АЧХ удовольствия мало. Особенно если сравнивать их звучание с новыми SoundPeats Air 3, что также параллельно у меня находится на тесте. Как по уровню громкости, так и по качеству звучания Air 3 будут в разы интереснее. Но вернемся к нашим Transmart. Как я уже успел отметить, по звуку чего-то выдающегося я бы от них ждать не стал. Мне кажется, предназначение у них совершенно в другом, а именно в играх. И тем не менее, в своем тесте автономности на максимальной громкости, даже при учете того, что в наушниках ее запаса нет, я получил результат в 4 часа и 2 минуты. Ну а как отрабатывают микрофоны в этих наушниках, я и предлагаю тебе послушать прямо сейчас. Проверяем работу микрофонов в наушниках Transmart Battle. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. И сюда порывами задувает ветер, скорость около 30 км в час. Шум от дороги, шум от проезжающих мимо машин. В принципе, все по максимуму нагружает наши сегодняшние микрофончики. Ну и как-то так это все работает при таком сценарии использования. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум вот таким вот образом. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне авто будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот фрагмент этого шума я сейчас тебе вставлю, чтобы послушать, при каких условиях данный тест проводится. Ну и примерно так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим вот наушникам, по телефону, но обогреваясь зимой, к примеру, печкой. Как-то так. Ну а вот так звучат микрофоны в наушниках Transmart Battle на такой вот тихой, спокойной улочке. Машины здесь не особо частые гости, но тем не менее они проезжают периодически. Можно слышать от них шум, если здесь шумодавы работают не очень хорошо. В целом не могу сказать, что тестить на какой-то трассе оживленной смысла я не вижу, потому что после теста в машине, я его уже послушал, мне не очень понравилось, как здесь работают микрофоны. В тихом помещении вполне нормально, на вот такой вот улице, наверное, тоже более-менее. Но на оживленной трассе я бы не стал по этим наушникам, в принципе, разговаривать, потому что очень-очень шумно. Как-то так. Ну что же, после прослушивания теста у меня сложилось четкое впечатление, что разговаривать по этим наушникам в ветреную погоду лучше не стоит. Для помещения, конечно, микрофоны вполне подойдут, но вот на улице надо быть поаккуратнее. По стабильности связи лично с моими смартфонами OnePlus Nord CE, Realme Narza 30 и Poco X3 NFC проблем обнаружено не было. Ни в городе, ни в торговом центре. В квартире сигнал спокойно преодолевает две стены и балконную дверь. За передачу сигнала отвечает модуль Bluetooth версии 5.0. Ну и подводя некий итог, скажу так. Если использовать данные наушники для игр и просмотра видео, а также для аудиокниг, то для таких сценариев брать их можно. Здесь имеется реально рабочий игровой режим и звук настроен как для подкастов. Разумеется, прослушивать музыку в них тоже можно, но лишь в случае, если ты не привередлив по этой части, и самое главное, прослушиваешь не очень громко. Но лично для меня данные наушники показались тиховатыми, а сама частотная картина немного плоской. Но в любом случае окончательный выбор делать только тебе. Я же со своей стороны постарался максимально подробно рассказать тебе все про эти наушники. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.